Вкусненько. Эй, привет, дачники! Очень многие меня в комментариях ругали, в комментариях к кровати ругали, то, что я не проклеила бруски перед тем, как их скручивать для основания этой кровати. И я сама для себя поставила такой эксперимент. Я этот стол сделала без единого самореза. Чисто клей, шканты и струбцины. Специально показываю не полностью, сохраняю, так сказать, интригу. И не переключайтесь где-то в серединке или в конце, скорее всего, в серединке. Я покажу вам ту самую кровать. 4 месяца спустя, в каком она состоянии. Скрипит, не скрипит, развалилась, перекрутилась. Вы столько страхов понаписали. Не переключайтесь. Первым делом пилю мебельные щиты на нужные размеры. Все размеры по традиции будут в конце ролика в описании. Сверлю в торце щита 4 отверстия диаметром 8 мм по диаметру шкантов и глубиной 30 мм. Глубину сверления контролирую по изоленте, намотанной в нужном месте сверла. Теперь мне нужны разметчики для шкантов. Это такие металлические бочонки. С одной стороны юбка, которая не дает им провалиться в отверстие, и шип, оставляющий метку на ответной детали. Вставляем разметчики. Прикладываю детали друг к другу, выравниваю края и несколько раз ударяю киянкой, чтобы шипы оставили хорошо заметные следы на ответной детали. Это будут центры ответных отверстий. Устанавливаю центральный шип сверла в отметку и сверлю отверстие глубиной 10 мм. Дырки здесь и дырки тут. Повторяю операцию на обратном торце и размечаю вторую деталь. Обязательно надо пометить, какая деталь с какой стороны должна крепиться. Наливаю в отверстие клей, но немного, а то его будет сильно выдавливать. Мажу шканты клеем, вставляю в отверстие и забиваю их. Равномерно, ровным слоем размазываем клей на торце. Если у кого-то есть что-то кроме пальца, рекомендую воспользоваться. Совмещаю торчащие шканты с ответными отверстиями и забиваю. В идеале по всей длине должен выступить клей. Это означает, что его достаточно и детали соприкасаются плотно. Сжимаю склеиваемые детали струбцинами, подложив под них что-нибудь, чтобы не промять чистовую деталь. Чтобы точно соблюсти прямой угол, прижимаю стальной угольник к деталям. Это я делаю ящик компьютерного стола. И далее к склеенным боковым стенкам ящика аналогично приклеиваю днище. В начале видео я подробно показала, как я соединяю детали с помощью шуруповерта, сверла, разметчиков, шкантов, киянки и, самое главное, клей ПВА. Далее в видео я буду сокращать этот процесс, так как он каждый раз повторяется. Ставлю центральную полочку в ящике. Струбцины можно снимать через 25-30 минут. Вот что у меня получилось после снятия струбцин. Размечаю недостающие дырочки на второй стенке ящика. Сверлю на глубину 10 мм. Далее все так же наношу клей, размазываю его равномерным слоем, забиваю шканты, ставлю деталь, подбиваю. Стягиваю все струбцинами, чем их больше, тем лучше. Не забываю подкладывать досочки, чтобы не попортить ничего. И удалить выступившие излишки клея, пока он жидкий. Через полчаса снимаю струбцины. С помощью струбцин и жесткого стального угольника задаем прямой угол при склеивании следующих деталей.
Как обычно, на полчаса оставляем под давлением. Пока сохнет клей, можно повозиться со столешницей. Она будет с небольшим фигурным вырезом. Размечаю линию отреза. При разметке криволинейных участков используем высокоточные чертежные лекала. Красота! Время лобзика. По направляющей режу прямолинейный участок. Для резания криволинейного участка меняю пилку на узкую с мелкими зубьями. Она пилит медленнее, зато удобно в поворотах. Получается аккуратно и красиво. Пришло время снимать струбцины. По стандартному алгоритму готовлю склейки, столешницу и ящик. Сверлю на 30 мм. Разметчиками отмечаю ответы, которые сверлю на 10 мм. Приклеиваю две ножки с противоположной стороны столешницы. Выставляю прямой угол при фиксации. Выравниваю ножки, делаю их параллельными друг другу с помощью высокоточных нанообрезков и малярного скотча. Установка полки для системного блока по стандартной схеме. Я всегда бьюсь об все углы, и вы будьте осторожны. Большие струбцины торчат, они твердые и угловатые. Ставлю задние стяжки. Это важная часть конструкции, так как придают столу жесткость, не давая ему качаться в поперечном направлении. Как всегда вовремя. Чтобы стол был максимально прочным, стяжки делаю 2. Проверяю крепость своей попой. Она у меня большая и тяжелая. Тест пройден. Для дверцы на ящике размечаю отверстие под петли. Сверлом Фостнера делаю дыру на глубину, указанную на упаковке петель. У меня это чуть-чуть больше глубины самого сверла. Смотрите, не просверлите насквозь. Чтобы петля у нас не перекосилась, ставим вот так направляющую, и будет ровненько. Прижимаем ее к ним. Прикручиваю петли саморезами, входящими в комплект. Примеряю дверцу. 10-е сверло подходит для того, чтобы внизу выставить нужный зазор при установке дверцы. Прикручиваю дверцу оставшимися саморезами из комплекта петель. После лобзика нужно зашлифовать неровные края и немного скруглить все углы на столешнице, чтобы было приятнее и безопаснее. Вот что получилось в итоге. Стол готов к покраске. Крашу акриловым мебельным лаком фирмы V33 цвета тик. Вкусненько. Чтобы стол при передвигании не царапал пол,
наклеиваю на опорные поверхности самоклеющиеся фетровые накладки. Кстати, петли с доводчиком, чтобы дверца не громыхала при закрытии, а плавно, вальяжно и красиво закрывалась. Смотрим, что получилось, и восхищаемся. Вы про лайк-то не забыли? Пора поселить компьютер в новый домик. Итак, кто сильно жаждал посмотреть на кровать, как она себя чувствует? Вот так она сейчас выглядит с матрасиком. Сейчас я матрасик подниму, посмотрим. Ну, в принципе, можно сразу по боковинке пройтись. Эти щели были изначально. Не думаю, что это трындец как критично. Смотрите здесь. Что? Где тут что расходится, расклеивается? Чего тут? А? Паникеры. И паникерши, наверное. Поднимем матрасик. Чего здесь? Чего? Ты чего тут перекрутилось? Чего? Может быть, отломалось, отслоилось. Все нормально. Хотите, чтобы я попрыгала на нем? Не хочу я прыгать на кровати. Я уже взрослая девочка. Судите. Ну что, дачники, комментаторы мои любимые, паникеры, диванные строители, вы и в это не верите? Ну, не верьте, дальше не буду вам ничего доказывать. Кровать в прекраснейшем состоянии, ничего не скрипит. Единственное, что я вот здесь не прикрутила, деревяшки, никогда их не прикручиваю. Наверное, их надо зафиксировать, единственное что. Спасибо, что смотрите меня. Оставайтесь со мной. Пока, дачники.